Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с кем мы еще не знакомы, меня зовут Алексей. И сегодня наконец-то будет дачный влог. Сегодня я покажу вам дачу, что изменилось, какие изменения произошли за это время. Это, надеюсь, будет очень интересно как и для новых подписчиков, и так уже для действующих моих подписчиков. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. И всем приятного просмотра. В общем, в этот раз, друзья, я на даче аж 4 дня. Устал как собака. Ведь дача приобреталась для того, чтобы отдыхать. Вот поэтому устал отдыхать. Вот, поэтому прошу прощения за мой вот такой помятый вид. Сегодня наконец-то выезжаю в город. И вот решил вам записать такой вот влог. На этот раз были друзья, было много гостей. В этот раз заказывали газель, чтобы привезти окна, песок, ну, в общем, всякое барахло. Все, что не нужно, все везите на дачу. В общем, друзья, всем дачникам привет. Пишите в комментарии свои отзывы, рассказывайте, кто как отдыхает на даче. Ну что, поехали, давайте посмотрим. Я вам расскажу и покажу сам дачный участок. Но на самом деле с каждым годом изменений все больше и больше происходит. Самое главное, наверное, изменение — это вырубка вишневого леса. Сейчас я вам покажу, как, ну, наверное, вот, кстати, купил в светофоре вот такие вот фонарики. Один уже не работает, но горят, в принципе, классно. Может быть, если их поднять повыше над землей, будет освещать прям хорошо. Вот. Тут такая вот цветочная зона. Вот здесь вот был лес. Вот здесь был полный лес вишни. Его вырубили в прошлом году. Вырубали, наверное, все лето, потому что был, ой, как было сильно тут заросшо. Вот такая вот открывается красота сверху. Но вот здесь, кстати, тоже лес. Тут вишня и черемуха тоже. Вот, не знаю, в этом году, наверное, доберемся до этого леса. Дров хватит теперь на несколько лет. Вот здесь вот видите, где трава не растет, здесь ядом протравили. Осенью протравили ядом, и вот трава теперь, когда вырастет, не знаю. Здесь такая небольшая роща березовая. Там уже соседний участок. Это вот все вишня. Тут есть и яблони. Вот, кстати, яблони, на которой сороки поселились. А вон, кстати, она орет. Я подошел, и она, бедная, горланит, потому что у нее там гнездо. И теперь вообще гулять здесь нельзя под этой яблоней. Сразу крику. Так, ну что еще? Ну вот какие-то грядочки, как я уже много раз говорил. Вот щавель. Что дача приобреталась для отдыха, но с другой стороны хочется тоже все равно, чтобы что-то вот росло. Поэтому есть грядочки. Вот они, яблони. В этом году зайцы поели одну яблонь. Это старая она была яблоня. Пришлось ее спилить уже все. Она опять от ветра обломилась. Вот. Не видать. Орет опять. Мешаю, я здесь хожу. Жалко, жалко. А яблонь здесь, знаете, можно собирать мешками. Очень-очень дает большой урожай. Вот такой вот мангальчик. Наш рабочий мангальчик. Еле-еле дышащий. Надо бы, конечно, хороший сделать. Так, ну что еще вам рассказать? Бак, друзья. В этом году попытались отреставрировать бак. Не знаю, что из этого выйдет, потому что здесь вечно какая-то проблема. То с водой, то со светом. Гудронили, потому что бак заржавел. Ну, не знаю, что из этого получится. Расскажу в следующих влогах. Получилось нам его реставрировать или не получилось. Красить не будем сейчас, потому что, ой, как срочно нужна вода. Покрасим его потом, попозже. Вот такие вот. Тут, конечно, бардак, потому что шел ремонт. Поэтому немножечко тут все загадили. А здесь у нас, кстати, вот тоже вот вентилятор этот. Тропиночка.
Это у нас тропиночка, мы ее тоже закидываем всяким мусором. Ну, это вот, друзья, помидоры. В этот раз приехали же на «Газели», поэтому привезли несколько кустов помидор. Никогда их здесь не сажают. Ну, думаю, ну ладно, попробуем. Это цветочная зона. Здесь тоже вот кусочек земли заброшенный. В этот раз будем уезжать. Протравим ядом. Невозможно просто. Но не знаю, как насчет помидор, но клубнику я хочу. Клубнику я хочу на даче. Почему бы и нет. Поэтому вот засаживаю клубникой. Здесь какашки. В этом году кони. Табун коней, наверное, прошел по дачам. Поэтому вот видны ихние следы. Смородина. Рассадили старую смородину. И вот теперь вроде прижилась. Но здесь надо все облагораживать. Траву выкапывать. Крыжовник. Что-то я пропустил. Должен быть крыжовник. Ну вот, в принципе, я в конце огорода. Вот такой вид открывается. Так, ну что, давайте перейдем в дом. А, кстати, да, забыл сказать. Привезли же на «Газели» старые окна. И вот решили поменять окно, ну, шикардос. Переночевали уже закрытым окном. А то старое свистело. Это окно, кстати, оно трехстекольное. Вот здесь тоже будем делать окно, потому что на кухне окно сделали вот с этого края. Здесь вообще света вообще нету. Ну вот тут бардак, потому что вчера был дождь, грязь. А здесь змея в этом углу обычно обитает. Это небольшая банька. Тоже надо делать новую баню. Эта баня никуда. Совсем уж она мелкая. Ну ничего. 1-2 человека влазит. Помыться можно. Вот оно, еще одно окно. Ну, в общем, тут такая вот зона. Зона отдыха. Еще раз говорю, простите, пожалуйста, за бардак. Был дождь. Ну вот. Давайте покажу вам. Вот смотрите, в принципе, по поводу света. Видите, там зал как светло. И вот, видите, как там светло. И здесь вот темень полная из-за вот этого окна. Вот постоянно надо свет включать днем с огнем. Вот печку. Печку начали делать, потому что печка была невыносима. Вообще не прогревалась. Сделали печку. Привезли газ. Слава богу, теперь есть газ, плита. Потому что, говорю, здесь проблемы. Ой, моя микроволновка. Ой, моя притеска. Так. Ну, вот такая вот кухонка. Классно. Мне очень нравится. Ну, вот вчера, говорю, доделали окно. Надо теперь... Телевизор привезли. Тоже большое изменение. Вот доски. Доски будем делать здесь лестницу. С этой стороны на 2-й этаж. Со стороны зала будет лестница. Увеличим кухню. Ой, а это кто? Ты кто? Ты кто? Ты кто? Устала, бедняжка. Столько дней на даче. Ну что, давайте покажу еще 2-й этаж. Вот такой вот 2-й этаж. Тут уже много сделали. Обшили его, облагородили. Очень комфортно, уютно и тепленько. Это было прям, знаете, сразу крыша. 2 окна небольших. Одно окно выходит на улицу, ну, на проезжую часть, так скажем. Вот такой вот. Тут вид тоже надо облагораживать. Тут заросшее все черемухой. Ну, она бесполезная такая, скажем, черемуха. Труба. Так вот все обшили. Ну и вот 2-е окно. Это уже окно в огород. Тоже окошечко будем переделывать. Делать здесь большое окно, потому что это маленькое, вообще неинтересно. Не посмотреть. Ну, в общем, вот такой вот вид открывается. На фазенду. На фазенду, друзья. Не знаю, красотища. Там чья-то башка увидели? Чья там башка торчит.